Заходит данный парень, взял конфеты и как бы уходить. Схватила его за руку, я говорю, так, стой. А сколько ему? Всего 9 лет ребенку. Ворует в магазинах, находится на улице без присмотра. А вы обращались в ПДН, в органы опеки? Это все было безрезультатно. Он меня испинал так, что у меня вот остаточные синяки остались. Он не слушается, он матерится, он не хочет учиться. Не справились? Все, отдайте государству. До свидания. А что сейчас случилось с вашим сыном? Прыгал на гаражах и упал с сотрясением мозга у него. А маме ребенок вообще не нужен? А она ушла на территорию другого мужчины. Он не хочет там жить. А что, этот сожитель обижает вашего сына? Ну, говорит, бьет его. Ваш сожитель нынешний его лупит. Это правда? Ремнем наказал, как обычно детей наказывают. Сейчас к нам выйдет ваша соседка, которая считает, что тот пример, который вы ребенку подаете, привел к той ситуации, которую мы сейчас разбираем. Добрый день. Интересно, какое должно произойти чудо, чтобы из ребенка, который абсолютно неуправляем, а при этом его родители один бухает, а вторая личную жизнь строит, выросло хоть что-то стоящее? Да тут не чудо. Тут работа нужна. Сегодня в нашей студии Любовь Порешнева из Новосибирска. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Рассказывайте, что у вас там происходит? У нас в городе Новосибирск, в Первомайском районе, проживает мальчик-хулиган. А сколько ему? 9. Всего 9 лет ребенку. Так. Жители бьют тревогу, потому что мальчик, как беспризорник, слоняется по улицам, неопрятный, оскорбляет прохожих, то есть ворует в магазинах, находится на улице без присмотра в позднее время, после 12 ночи. Подождите, так у нас же по закону ребенок в таком возрасте не может после определенного времени находиться на улице. И полиция должна его забирать и отвозить в отделение. Это, закон такой у нас в стране. А вы-то когда с ним впервые столкнулись? Я столкнулась первый раз около года назад. Это было летом. Я работаю в студии красоты. Услышала шорох в холле. Выхожу, сидит парень на диване. Вот он. Да, Арсений, как уже выяснилось, его зовут. Сидит на диване, пьет водичку, кушает конфетки. Я говорю, мальчик, ты кто? Что ты тут делаешь? Он говорит, я заходил, мимо проходил, зашел, думал, тут никого нет. Собственно, я решил здесь расположиться. А в салоне, как правило, стоят же конфеты, там, да, стоит кулер с водой. Он и расположился, верно, да? Да. Второй раз Арсений вот так подошел к конфетнице, нагреб конфет, улыбаясь, смеясь, я говорю, ты зачем это делаешь? Вы нам на месте рассказали и показали, чуть-чуть рассказали об этом парне. Давайте посмотрим. Я подошла к нему, схватила его за руку, я говорю, так, стой, так дело не пойдет, что это такое? Тут еще какие-то парни стояли маленькие и побольше. Он с горем пополам положил, и я его, соответственно, взяв по-прежнему за рукав, начала выводить из помещения. Он, получается, побежал быстрым шагом, и начал кричать в мой адрес. Иди ты там дочка Ша, простите, женщина легкого поведения, да, и убежал. Куда ты меня послал? Чего ты молчишь-то? Ой, какие мы слова знаем. В первую очередь, наверное, это какое-то неуважение, да? Во-первых, к незнакомому тебе человеку, во-вторых, к более старшему тебе человеку. Это ладно, я что-то как-то могу ему сказать, а у нас есть пожилые люди, да? Которые не могут, в принципе, за себя постоять. А вы родители его знаете? Как-то пытались найти их? Да, собственно, после третьего посещения, когда он зашел, я разместила пост в местной группе. Собственно, данный пост по поиску родителей, чтобы с ними пообщаться, вообще есть они, нет. Мама у него есть, и, как оказывается, она живет в моем доме в соседнем подъезде. Жива, здорова, прекрасно себя чувствует. А вы обращались или кто-то из жителей обращался в ПДН, в органы опеки, в полицию?
Жители обращались неоднократно и в ПДН, в опеку, но, как мы видим с вами, это все было безрезультатно, потому что ребенок продолжает гулять. Разумеется, мы поговорили с сотрудниками опеки, давайте посмотрим. Известно, что семья Ходырева Арсения проживает на территории Первомайского района, и с ней организована работа службы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В отношении семьи открыт случай по среднему уровню риска семейного неблагополучия постановлением комиссии от 3 декабря 2024 года. С этого дня с семьей организована профилактическая работа. Куратором назначен комплексный центр социального обслуживания населения. То есть куратором является специалист отделения безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Работа организована на базе КЦСОНа. Мы кураторами семьи не являемся, и поэтому непосредственно мы работу с семьей не проводим. Контактов у нас непосредственно ни с мальчиком, ни с мамой, ни с папой не было. В данном случае это семья среднего риска семейного неблагополучия, поэтому наша интервенция туда нецелесообразна. Здесь оснований для лишения родительских прав в настоящее время их просто нет. Лишение родительских прав – это крайняя мера ответственности родителей за виновное поведение. Здесь виновного поведения нет, иначе мы были бы уже в курсе этой ситуации, мы бы работали с семьей. То есть, когда ребенок после 12 ночи в 9 лет шляется один по улицам, это все в порядке с родителями, да? Вот пырнет он кого-нибудь ножом, или с ним что-нибудь случится, да? Вот тогда да. А я так понимаю, с ним и случилось, да? Где он сейчас находится? В данный момент ребенок находится в больнице с переломом руки, но на фото видно, что рука у него была уже сломана. Он находился на улице, опять же, в позднее время суток, спрыгнул с гаража, сломал руку до конца, доломал. Сотрясение мозга, получил и гематому. Ну, собственно, вот итог. Не, ну а так с родителями же у нас все в порядке. Чего работать с этой семьей? Ладно, к нам приехала бабушка Арсения. Давайте спросим, как так получилось, что у нее внук беспризорник. Светлана, идите к нам. Помогите моему внуку, я очень прошу. А как мы можем помочь вашему внуку, интересно? Здравствуйте. Здравствуйте. Он просто оторвался от рук. Он убегает из дома. Он не слушается, он матерится. Он не хочет учиться. Он уезжает в город один и делает там, что попало. И катается на автобусах, хватается и на поездах. Ходит по электричке с компанией. Вы так интересно сказали, когда сюда вышли, помогите. А что мы можем сделать? Я хочу, чтобы мой внук в какую-то школу его определили. В какую? Ну, например, кадетская, либо военная. Либо, ну, чтобы из него сделали человека, помогли. Но мы не Скажите мне, справляемся, пожалуйста, мы не справляемся почему... просто. Подождите. А почему мы должны делать из него человека, а не его родители? Ну, мама живет с другим человеком, она ушла и живет с другим сожителем. Ну, а ребенка не забрала, что ли? Она забирала ребенка. Почему? Он жил какое-то время, наверное, месяц-два. И потом сбежал от них, сказал, что будет с нами жить. Ну, у меня или у другой бабушки. Вот так и бегал он. А вы мама его папы? Мама папы, да. А папа где? Папа живет со мной. Ну, и что, папа не может с сыном справиться? Нет, не может. Почему? Он никакого авторитета у ребенка не имеет. А почему он не имеет Ну, авторитета? не знаю, значит, изначально так поставлено. Не знаю, почему. Ну, ваш сын какой образ жизни ведет? Работает сейчас. Не пьет. Ну, на данный момент, когда он работает, он не пьет. А когда не работает? А когда не работает, пьет. А часто он не работает? 3 месяца сейчас работает, до этого он 7 месяцев, по-моему, не работал. И 7 месяцев он пил? Ну да. У меня еще такая ситуация, у меня муж инвалид 1 группы. И у меня сил не хватает просто на ребенка. Я целыми ночами и днями с мужем со своим, он мне тоже вот нервы мотает. Еще Сеня вот такой проблемный ребенок, понимаете? Вы
идете, вернее, сын ваш, идете и пишете заявление в связи с сложной жизненной ситуацией. Мы не можем воспитывать этого ребенка. Государство, заберите его, пожалуйста. И государство Я не забирает. хочу, чтобы он пошел в детдом. А как вы хотите? Я хочу, ну, есть же у нас какие-нибудь для трудных подростков, какие-то вот училища, школы, я не знаю, с проживанием там. Либо неделю он там живет, на выходные Какая к нам разница приходит. между вот этим училищем, которое вы сейчас мифическое какое-то описываете, и детским домом? Какая разница? Большая разница. Ну какая? В детском Расскажите доме мне. там разные, там бьют детей. Он выйдет оттуда озлобленным ребенком. никто там вообще. детей не бьет. Озлобленным человеком выйдет А сейчас, оттуда. когда он живет на улице, Он не подумает, будет что вообще его... озлобленным. Ну, попробовать же можно что-то другое, но только Подождите, не вы детдом. сейчас знаете, что говорите? Вот сделайте что-нибудь так, чтобы я вот такой белый и пушистый из этой ситуации вышла. Вот вроде как бы отдала ребенка, но вроде не в детский дом. И такая, ну, и совесть моя чиста. Вот вы сейчас что описываете. Почему я готова с ним, я не знаю. Ну пусть психолога нам хорошего какого-нибудь посоветуют. Но я не знаю, чтобы позанимался с ним. Тут я немножко эксперт. У меня 2 пацана, одному 8, другому 10. Ну, тот же возраст приблизительно. И я понимаю, что такое растущий молодой человек. Очень хорошо понимаю. Но для того, чтобы этот процесс проходил более-менее спокойно, гладко и шел вверх, заниматься нужно с рождения этими детьми. Я понимаете? согласна. Я С самого согласна. рождения. Я согласна. А то еще и до. Вы пришли и говорите, 9 лет я не справляюсь. Папа работает, когда не работает, пьет. Мама нашла себе хахаля какого-то. Помогите, люди добрые, чем можете. Мы вам говорим, мы можем помочь. Прямо сейчас. Вот из больницы он идет в детское учреждение специализированное. Точка. Что Только нет? не это. А знаете, как будет после этой программы? А после этой программы будет так. И папу, и маму лишают родительских прав, и никто не спрашивает, куда ребенка девать. Не справились? Все, отдайте государству. До свидания. Ну, судя по всему, вы тоже не сильно справляетесь, если у вас сын такой. Вы с сыном справились? Нет. Ну как с сыном справились? Да, у меня тоже сын был трудный подросток, я согласна с этим. Но он не такой, как Арсений был. То есть он был трудным подростком, ваш сын. Да. В итоге вырос он алкашом. Но он не сразу же вырос алкашом. Он был нормальный пацан, но потом, вот, ну да, пить начал. Жизнь не сложилась, все вот это вот, и начал пить. А как у него жизнь не сложилась? Ну вот с Олесей они жили 12 лет, да, в общей сложности. То жили, то не жили, вот это вот все. А бабушка с той стороны, с Олесиной, она с ним справляется или нет? Нет, Тоже нет? нет. А он у нее жил? Да, он у нее жил почти всю зиму, ну, периодически у нас ночевал. И вот проблемы были серьезные, да. Он и бабушку и дрался с ней, она когда не пускала его гулять, наказывала, и материл, и все. И бабушка до такой степени устала, что написала Олесе, позвонила, вернее, Олесе, своей дочери, сказала: забирай своего ребенка, сколько можно надо мной издеваться. Вы родили ребенка, вы воспитываете. Ну, он ушел к Олесе обратно, да, они забрали его, он прожил там 3 дня, и его просто из ПДН по суду, короче, он у нас был в центре временного содержания месяц для вот несовершеннолетних вот, правонарушителей. А вот с центра уже 15 апреля Вова, мой сын, и Олеся поехали за ним, потому что к родителям отдают, и привезли. Вова пришел с ребенком к нам. А почему к вам? Почему А мама я не задала забрала? вопрос этот. Ну. Вов, я не поняла, говорю, а почему, говорю, ты привел Сеню к нам, а не домой, где мама? Он говорит, не знаю. И главное, с курткой, с вещами, все. И все, Сеня у То нас есть мама остался. ребенка не забрала? Нет. Почему? Я не знаю, я с ней, А вы с ней не разговаривали? Я с ней не общаюсь 8 лет. Она со мной, вернее, не общается. Она резко начала не брать от меня трубки. Она обиделась на фразу, что я якобы сказала, но я этого уже не помню, что для кого вы родили ребенка, для меня или для себя? Что все праздники вы ребенка мне пихаете, а я что, не человек, я также хочу праздники справлять, также хочу в гости сходить. И она перестала от меня трубки брать. Все. Мы живем рядышком, но я в магазине за 8 лет ее раза 2-3 видела. Здрасте, и уходит, и все. Слушайте, вы нам до программы сказали очень странную фразу. Вы сказали про сына своего.
Какой он воспитатель, кого он может воспитать, если он сам еще ребенок? Ну, в душе ребенок, да, но вот так... Сколько лет вашему ребенку? 36. Давайте посмотрим, как вы живете с Арсением. Так получилось, что мой старший внук Арсений сейчас проживает со мной. Спали мы раньше с ним вот на этом диване. Но в силу того, что настолько неспокойный ребенок, он так неспокойно спит, он меня испинал так, что я уже боюсь с ним спать. У меня вот остаточные синяки остались. Не знаю, что у него там во сне случается с ним. Сейчас Арсений спит вот здесь, вот рядом с дедом. Муж у меня инвалид первой группы. Глухой после инсульта, уже 9-й год пошел. Дед с ним воюет, и он с дедом. А он у деда пульс забирает постоянно. Дед кричит, ругается. Но он больной человек, он такой же, как ребенок. Когда к нам приходит учитель, занимается вот за этим столом. Во время учения у нас тоже проблемы. Господи, он не хочет учиться абсолютно. Вот она ему говорит: Арсений, пиши. Он может встать спокойно, я устал. Пойти в комнату и взять телефон. Вот. Как он у нас учится. Ужасное поведение. Бьет детей, на уроке играет в телефон, забирает у детей вещи, кидает хлеб в столовой. Везде поведение, поведение. Так проскальзывают у нас и 5, и 4. Вот этот рисунок он мне на 8 марта нарисовал. Вот фотография. Арсений у нас вчера попал в больницу с потрясением, и вот я ему набираю: алло, Сень, привет. Приезжай ко мне быстрее. Соскучился? Да. Соскучился. Я скоро приеду к тебе. Приезжай ко мне быстрее, принеси яблоки и пряники. Угу. Как ты себя чувствуешь-то там? Нормально пока что. Голова не кружится? Только когда встаю. Ну ладно, мой зайчик, ну все, я к тебе скоро приеду, ты меня жди, хорошо? Да. Он меня любит, если он ждет меня и зовет. Я же задаю этот вопрос. Кого ты любишь? Я люблю тебя, бабу Олю. Я люблю Даню, вот, братика. Собак перечисляю. В нем есть хорошее, но оно настолько глубоко спрятано. А вот мы услышали до этого комментарий вашей опеки о том, что все в порядке и вмешиваться незачем. Они и вам так говорят? Я в опеку, опека ко мне не приезжала, я Он с ним на не учете в связывалась. ПДН стоит? Он в ПДН на учете. Он стоит ПДН. на учете в ПДН, он месяц был в этом центре. Да. А месяц в центре-то помог ему? Нет. Давайте так. Отец мальчика, ваш сын, сам еще ребенок в 36 лет, искренне не понимает, почему он должен заниматься воспитанием ребенка, когда мать строит отношения личные. Владимир, идите к нам. Здравствуйте. Я вот не понимаю, почему эта мать всю ответственность на меня это переслала. Ребенка воспитывать. Так вы же его сами забрали. Ну, забрал, он не хочет там жить, он боится как бы. Кого боится? Ну, он сожитель, он его боится, он не хочет жить, он с нами хочет жить. А что, этот сожитель обижает вашего сына? Ну, сынок жалуется, говорит, бьет А его. что говорит? Ну, говорит, бьет его. То есть сожитель вот такое поведение вашего ребенка не терпит и просто руки распускает, правильно же? Да. А вы не хотите, чтобы он с вами жил, потому что вы не хотите... Почему не хочу? Так вы хотите Мы или не хотим, хотите? мы не справляемся. Мы просто Мы не хотим, справляемся. чтобы нам помогли. А как? Ну, хотя бы с психологом поработал ребенок, понимаете? Смотрите, вы хотите кадетскую школу. Вопросов нету, мы поможем. Но вы должны понимать, что на второй день, как только он начнет нарушать распорядок и так далее, вам ребенка вернут. Это престижное военное училище. Это нужно хорошо учиться. Это нужно себя хорошо вести. Это не место, куда давайте отправим все то, что у нас не получилось. Там что-то из этого сделают. Ему нужна жесткая рука, вот именно дисциплина, вот это вот ему Слушайте, нужно. ну А давайте я нас он не сейчас, вот я слушается. прям реально сейчас сойду с ума. Рядом с вами сидит ваш сын 36-летний, здоровый мужик. И вы говорите, нужна крепкая рука. Ну вот она, крепкая рука. Да, ну у него не крепкая рука. Не может он с ним справиться. Скажите, пожалуйста, Владимир, вы бухаете? Ну, я раньше пил, сейчас завязал. Ой, ладно, это все говорят. Ну, сейчас реально бросил. Ну сколько вы не пьете? Ну, недели 3 где-то. Я на выходных только так выпиваю. Я сейчас работаю как бы. А что вы со своей Олесей? То сходились, то расходились, а теперь Да, окончательно ну, у нас разбежались. как характерами не сходить. 13 лет не сходились, Ну, мы характерами? 12 лет так и жили. Что сойдемся, что разойдемся, потом через время опять сойдемся.
Вот так все 12 лет. А алименты назначены кому-то? Для алименты я ей плачу. Как бы я ей плачу, она покупает и маленько продуктов, остальное я не знаю. То есть ребенок живет с вами, а вы платите ей алименты? Ну да, по закону. Ну, ребенок с нами живет, видите, только месяц. Да, она приносила продукты. Ну, опять же, Вова просил продукты, чтобы она купила. Я просила, чтобы одежду купили. У ребенка порвались, говорю. Кроссовки. Мне не на что купить. Ты знаешь, говорю, что я живу на пенсию по инвалидности с отцом. Я нахожусь по уходу за инвалидом. Вот. Но она с ним связывалась. Я ей просто писала, купи ребенку эти кроссовки. Она с ним связалась, купила. Купи ребенку штаны. Я говорю, я не Я хочу просто не понимаю, а попрошайкой маме быть. ребенок вообще не нужен? Ну, видимо, нет. Такая вот она, вот характер у нее такой. Она живет свою жизнью и все. Но вот эти все Ей годы... все равно, что плохо нам. Но это не происходит за один день. Ей всегда было на него плевать. Она всегда была такой вот холодной мамой. Понимаете? У нее трехкомнатная квартира осталась от родителей. Она жила там, вот старший сын, мой Вова то жил, то не жил, и Арсений. А старший сын от другого брака? Да, он С от ним первого. нет таких проблем? Нет, он сейчас живет с девочкой, вот в этой квартире остался. Вроде бы нормально, он закончил там училище. Заканчивает. Заканчивает в этом году, да. А она ушла на территорию другого мужчины, сейчас живет. А Арсений категорически не хочет. Сначала он с ними жил месяц-два. И потом он ушел и сказал, ни за что на свете, ни за что. Я говорю, почему? Он бьет меня. Я разговаривала с Анатолием по телефону. Я говорю, Сеня жалуется, что ты его бьешь. Да ты что, я его пальцем не трогал, это он сочиняет. Но Сеня любит у нас посочинять, и поэтому я не знала, кому верить. А вы вообще знаете, чем ваш внук и ваш сын занимаются, когда он не дома-то? Конечно, знаю. Чем? Кто именно, сын или внук? Арсений внук. чем занимается на улице? На улицу он в город ездит, там ходит. В Ауру, да везде. Ну, это нам милиция же все рассказывала. Мы запрещаем ему, понимаете, и дома он сидел, не пускал. Он вырывает ключ, он кидается драться. Пусти, пусти лучше по-хорошему. Но я не могу с ним воевать, понимаете, вот. У меня сил нету с ним воевать. Понятно. Мы поговорили с людьми, которые часто Арсения видят вне стен вашего дома. Давайте посмотрим. Они единственно пришли как-то вчетвером, просто включали колонку, смотрели песню. Ну, я так выдержала 3 минуты. Но я потому что совсем не ничего как дела, они ничего не могут, я же смотрю за Они спокойно ушли, каждый купил по жвачечке и мирно ушли. У них, видимо, возраст такой или что-то, все равно что-то украсть. Они компании заходят и стараются что-нибудь взять. А водичку можно, я говорю, нет, водичка за деньги, потому что не дай бог пойдешь, они, естественно, по-прежнему. Ему не хватает внимания, естественно. Да тут в основном все детям не хватает внимания. Родители что, телефон сучили, делать уроки или на улице болтаться. Видно этих бедных несчастных детей. Он когда он к нам в магазин пришел, он следом за ним мальчики зашли. Говорит, ты почему, говорит, тетеньку материшь? Говорит, и на детской площадке, говорит, у девочки телефон, говорит, он забавился. И все, они там давай разбираться, тетенька на него орать. Я говорю, тебе что, говорит, мать, давай, говорит, номер родителей, либо, говорит, сейчас идем в полицию. Он говорит, пошли, говорит, я, говорит, уже, сколько ему, 9 лет, говорит, я уже, говорит, сидел. А что сейчас случилось с вашим сыном? Он на гаражах, прыгал на гаражах и упал. Сотрясение мозга у него, как бы ударился локтем и головой. А кто его в больницу отвозил? Мама. Мама Ну, вот им? моя бабушка. А мама приезжала его в Мама, больницу? я позвонил, она сказала, мне на работу завтра, какая больница. Сейчас к нам выйдет ваша соседка, которая считает, и, на мой взгляд, абсолютно справедливо считает, что тот пример, который вы ребенку подаете, привел к той ситуации, которую мы сейчас разбираем. Жанна, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, что сказать, глядя, какой ведет образ жизни папа, мы не сильно удивлены, почему ребенок таким вырастает. А какой папа образ жизни ведет нам, ты расскажите? Разгульный. Я живу рядом с магазином, где он периодически с утра собирается с друзьями, с собутыльничками, наш гуляют, могут дружно выпить, могут подраться здесь же. Что мы хотим получить от ребенка, если у него нет отца? При живом отце у ребенка нет отца. Но он говорит, вот 3 недели не пьет. Ну, поэтому Я тишина во дворе. Я его Поэтому не стал тишина, не видно, не слышно его.
Но как только Владимир у нас в другие загуле, видит собираются весь постоянно. КСМ. Поэтому... Слушайте, он такой тюфяк выглядит. Нет, я бы не сказала, что он тюфяк, он адекватный мужчина, когда не пьет. Я Да. просто в этом уверена. Да. Но, видимо, где-то какой-то случился переломный момент, что он, может быть, потерял себя в какой-то момент. Проблемы в личной жизни, они тоже говорят о многом. А вы-то Арсения видите на улице? Дочь у меня его видит частенько. Что Но он же не бегает. один шляется. У него друзья. Ну, Он Нет, либо- вся компания у них такая. Но почему-то вот в интернете вот одного Арсения чехвостят, а у них компания, там человек 5-6. Давайте мы на эту компанию посмотрим сейчас, потому что они кое-что нам рассказали и про вас, кстати, тоже, Владимир. Арсений Ходорев погонял от Черкаша. Почему Черкаев? Потому что он постоянно грязный ходит. Да? И в мусорках шарился. Ворует в магазинах, вейпы курит, фурит сигареты. На взрослых любит выпендриваться. Каждую машину кидал, потом на него вообще спирал. Что Даже было? по Дэне сказали, то, что не надо лучше с ним вообще общаться. Мы говорили, исправить может что-то. Нет, не получается. Деньги у него что, есть? Ему дают родители? Да он просто шкиляет. Нашкиляет. Он за минут 10 может пятихат нашкилять. Мама у него какая, нормальная? Да, но Арсений боится к ним идти домой, потому что он отчима боится. А за что? Они его долбят. Я прям видел. Нет. Мама его. Да, А что видел? Как она по морде бьет. Ты что меня позоришь, ублюдок? Ну, убить тебя на улице. Батя у него, наш. его просто каждый день гонит. Да? Гуляли где-то в часов 11 около его батя. С полуголым идет, яблоко кусает. Черкаш к нему подходит. Выхватил на машине сигарету, начал курить. Потом его пнуло просто пушиком на асфальте пол. А бабушки вот у него нормальные бабушки? Ну да. Которые за него хотя бы переживают. Как вы поняли, это компания бывших друзей вашего сына, поскольку им ПДН сказала не общаться с Арсением, потому что они ничего сделать не могут, а вы станете такими же. Олеся, мама Арсения, приехать к нам не смогла, но крайне любезно. Потом я детально расскажу, в чем эта любезность заключалась. Согласилась выйти с нами на связь. Давайте попробуем с ней поговорить. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. А вы зачем сына отдали папе? Я его не отдавала папе. Он, когда пролежал в центре для несовершеннолетних, его забрали. И Арсений решил жить у папы. А вы с этим с радостью согласились? Нет, не с радостью. Я ему говорила, давай, говорю, будем жить у меня. Зачем, говорю, тебе это смотреть все? На вот это все происходящее. Как Володя ходит там, как он кричит, какой он приходит, как он меня материт при нем. На что Арсений говорил, нет, я хочу жить у папы с бабушкой. А вы считаете, что в 9 лет ребенок в состоянии определять, где он должен жить, да? Если бы я его привела бы домой, он бы потом бы не стал бы ночевать бы. Если бы его, допустим, бабушка и папа сказали бы тоже к нам не приходи, он бы мог бы не ночевать дома. Мы, так как это уже было, мы подавали его постоянно в розыск в полицию, мне его находили. То есть я его забираю, мы приходим, грубо говоря, на остановку ехать домой на маршрутку, либо там на автобусе. Он просто вырывается, даже не вырывается за руку, его не держу, стоя со мной, подъезжает троллейбус, он туда бегом забегает и машет мне рукой. И его опять нет дома. Угу. И это было неоднократно. И что делать? А я не знаю, что делать. Таким образом, он бегает от меня. Слушайте, Я не знаю, вы что же мама. Вы же мама. Я мама. Ну, я задаю вам вопрос. Что делать с Ну вашим что, ребенком? его привязать дома? Как вы как себе представляете? Хорошо, я работаю, да? Там с 9 до 6, грубо говоря, ушла на работу, меня нету. Кто будет за ним смотреть? Кто будет смотреть? Будете вы его привязывать, не будете? Я задаю вам вопрос как маме. Что вы собираетесь делать со своим ребенком? Если у вас нет ответа на этот вопрос, значит, вы не мама, все. Но это же элементарно. Вы мне ответьте на вопрос, почему вы от нас бегали? Почему вас клещами привязали сейчас к этому способу связи? Почему вы подговорили своего работодателя, чтобы он нам наврал, что он вас не отпускает с работы? Это неправда. Да перестаньте, Это неправда, хватит вам. Вы понимаете, что ребенок работодатель бесится не и на подговаривал. вас, и на отца ханыгу своего? Вы понимаете, что у него поведение демонстративное?
Он рассказывал, что ваш сожитель нынешний его лупит. Это правда или нет? Нет, он его не лупит. Однажды он его наказал. Как? Из-за этого он не стал ходить туда. Как он его наказал? Ремнем наказал, как обычно детей наказывают. Знаете что, давайте... Был и кнут, и был пряник. А как? Давайте, если он просто давайте не так. Вы слушает? сейчас никуда не уходите, мы посмотрим, что сам Арсений говорит о причинах своего поведения. И это будет, наверное, полезнее всего. Арсений, расскажи, пожалуйста, с кем ты живешь? С бабушкой. Мой папа и дед. А почему ты сейчас не живешь с мамой? Потому что меня отчим бьет. Он меня ночью пытался вилкой проткнуть. Он меня душил ночью и кулаками по лицу бил. А мама меня пыталась защищать, потом он начинал маму бить, потому что она меня защищает. Сам ушел. Я уже привык с бабушкой жить, я уже хочу с бабушкой жить. Папа с тобой сейчас живет. Папа выпивает? Он уже почти не выпивает. Бросил, а когда-то пил? Каждый день не бухал. Угу. А скажи, ты в школе учишься? На домашнем. Потому что всех бью. А во сколько ты возвращаешься с улицы? Примерно 22:30, могу. Очень редко прихожу 23:00. У тебя вот есть какая-то обида на маму? Да. Я постоянно говорю ей, что она меня поменяла. Если бы мама к тебе приехала, что бы ты ей сказал? Я сказал, чтобы она уходила от него. Что не хочу, чтобы она с ним жила. А что ты про папу, про своего думаешь? Думаю, то, что он изменится. Что, он бросит пить? Да. Мальчик считает, что вы его на штаны променяли. Ну, мягко говоря, да. А к папе он относится покровительственно, потому что думает, что папа, ну, тоже как маленький мальчик, может и исправиться еще. Это просто крик о помощи, крик о любви, крик о внимании. Он никому не нужен. И вот он эту собственную ненужность, он проецирует на вас, потому что папа сам себе не нужен. Ему нужен только алкоголь, это зависимость. Мама тоже себе не нужна, у мамы созависимые отношения, у мамы абьюз, насилие в семье. Никто из этих взрослых людей сам себе не нужен, и ребенок им не нужен. Дети детей воспитать не могут. Вот вы сейчас мама, вы находитесь в родительских правах. Я задаю вам вопрос, как маме, что делать с вашим ребенком? Воспитывать ребенка нужно. Что делать? Воспитывать и заниматься им. А кто это должен делать? В данный конкретный момент я буду этим заниматься. То есть вы заберете ребенка к себе? Я надеюсь. Он же сказал, что он к вам не пойдет, пока там конструктивный этот... разговор. Ну вот, в этом-то вся и проблема, то, что он не хочет идти. Нужно как-то с ним наладить этот Бросьте контакт. мужика, наладьте каким-то- отношения с ребенком. Какие проблемы? Возможно, и так. Если я даже перееду сюда, в квартиру к себе, в трехкомнатную, где проживает мой старший сын, надеюсь, может быть, он сюда пойдет. Но, может быть, и не факт. 9-летнего мальчика на взрослый разговор мы пригласить не можем, как вы сами понимаете, прекрасно. Но у нас есть психолог Татьяна Воргуль. Вы же говорили с ним, да? Да, я с ним общалась. Ребенок никому не верит. Он не верит маме, он не верит папе, и он не верит никому. Для того, чтобы вам его забрать, сначала нужно восстановить доверие. И ребенок, насколько я поняла, он уже год болтается по улицам. Год, как вот мама ушла. Год вообще. Это настолько вот за гранью фантастики. Бродяжничество, недоверие. У него есть лидерские качества, которые нужно было куда-то направить. Я вот видела папа в какой-то форме, то есть папа чем-то занимался, спортом каким-то. И если ему дать то, чем он может, чтобы его не брали на слабо его сверстники, а чтобы он мог их вести за собой, потому что у него есть это внутри. Если вы куча взрослых не можете с маленьким мальчиком справиться, да? Год назад ему было 8. Сейчас у него начинается пубертатный возраст, переходный возраст, подростковый. И тогда вы получите Чикатило. Я с ним разговаривала, я знаю, что он врет, я прекрасно вижу, кто врет, кто говорит правду. Но все, что он делает, он кричит: «Мама, посмотри на меня». Значит, парню надо помочь. Сейчас мальчик 9 лет, но он в опасности. Вот с точки зрения государства, я здесь представляю Комитет Госдумы по защите семьи, он в опасности.
Парня надо помочь в кадетский корпус, да мы-то посодействуем. Но если вы не проявите должного воспитания, молодой человек уйдет из кадетского корпуса на второй день. Дальше что будет? А дальше вы должны понимать, мама и папа, уважаемые, дальше у государства будет вопрос к вам, как к родителям. А здесь решения, они законом прописаны четко. И дальше возраст, наступит ответственности уголовной. А там уже другие будут законы, понимаете? Поэтому сейчас давайте вместе с психологом, который готов вам помочь, с нами, давайте мы после программы договоримся, в чем нужна помощь. Нужна помощь в какую-то спортивную школу, секцию, да давайте бесплатно запишу, чтобы деньги не тратить. Поможем. Хотите в кадетский корпус? Попробуем, поможем. Но без вас эта помощь, она ничего не даст. А дальше, вы должны понимать свою ответственность. После этой передачи жизнь изменилась. Если вы не справились с ситуацией, ребенком будет заниматься государство. И не так, как это ответили коллеги из органов опеки, что средняя опасность, но мы не можем ничего сделать. Вот после передачи найдутся возможности, чтобы что-то сделать, среагировать. Поэтому за голову беритесь, времени мало. Времени очень мало. Но оно есть. Можно исправить что-то, но исправлять нужно семейную систему. Внимание! Семейную систему. У вас должна быть полная согласованность, как в швейцарских часах. Дети показывают в своем поведении, как в зеркале, наше отношение по отношению к себе. Дети – это зеркало семьи. С кого он пример берет? Вот. Подумайте, есть над чем подумать. Страшно, что у людей есть ощущение, что сейчас куда-то заберут и обратно в коробке с бантиком вернут. Да страшно даже И не... что-то за вас кто-то что-то сделает. Никто за вас ничего сделать не может. Это прежде всего ваша работа, потому что это ваш ребенок, в конце концов. Страшно... Но этого же никто не понимает. Это дело. Страшно даже не это. Страшно то, что они живут жизнь, как будто в компьютерную игру играют. Ну, одна жизнь кончилась, еще 9 осталось же. Что там? Ну, на ошибках научусь, потом проживу нормально. Не получится уже, все. Помощь вам предложена, вот. Захотите? Все эксперты сказали, шанс справиться есть. А дальше выбирайте сами. У нас в семье пополнение, внук в нашем доме появился. Но по документам он вам никто. Чужая тетя ему, да? Ребенок-то как у вас оказался? Она звонит. Я устроилась на работу. Можно мне его к вам? Она ничем не занималась. Лежала в телефоне и гулять ходила. Я не хотела рожать этого ребенка. Какого лешего вы согласились, зная, что это не ваш ребенок, записать его на себя? Я ее любил. А зачем изменили? На протяжении 3 месяцев выносила мне мозг. Потому что он деньги домой не носил. Он жил за мой счет. Ты звонила Саше, говорила то, что Саша, прости меня, я тебе изменила. Да как так Из-за этого вы с ним и расстались. Вообще не так То было. есть вы к нему на колени не садились и руками под шорты не Мы лезли? с ним игрались, потом что-то начали целоваться. Понимаете, что она будет лишена родительских прав? В пользу бабушки Кати. Там он живет в любви. Вот тест ДНК, который ты сдал. Ну вот тут коллизия. А вдруг не твой ребенок? Никому не дам. Он Не будет со отдашь. мной. Если даже не мой, он будет моим. Ну что вам сказать?